Украинские власти в четверг признали, что силовиков выбили из здания Донецкого аэропорта. О своем отступлении сообщил даже батальон «Азов» на своей странице в соцсети. Причем боевики батальона нашли возможным себя сравнивать с защитниками Сталинграда и Москвы. Звучит это особенно цинично, учитывая, что батальон состоит почти исключительно из идейных нацистов. И даже эмблема подразделения копирует символику СС. Из аэропорта Азов бежал стремительно, бросая своих же товарищей, которые теперь в плену либо погибли. Днем тела передали украинским военным. Репортаж нашего специального корреспондента Евгения Поддубного. Предавать тела погибших в аэропорту, военнослужащих, которых украинские журналисты называют киборгами, представителю Министерства обороны Украины, ополченцы планировали у нового терминала Донецкого аэропорта. Но артиллеристы силовиков открыли огонь по позициям бойцов ДНР. И процедуру начали в районе, который прилегает к территории аэровокзального комплекса. Стреляют из минометов и дальнобойной артиллерии. Хотя в штабе так называемой антитеррористической операции знают о том, что сегодня здесь передают тела погибших украинских военных. Работают не просто так, работают и шрапнелью, которая разрывается над головой. Поэтому им все равно. Мы здесь, они здесь находятся. То есть они готовы их положить. 8 гробов на разрушенной украинской артиллерии улице Донецка. Священник провел церемонию отпевания. После погибших начали грузить в машины. Гробы несли сослуживцы, теперь пленные украинские военные. В отдалении украинский офицер от камер отворачивается. Украинский полковник. Все, договорились. А вы училище когда заканчивали? Здесь Александр Захарченко, глава Донецкой Народной Республики. Он отдает украинскому полковнику флаг, который ополченцы нашли в аэропорту. Захарченко предлагал Порошенко лично забрать флаг, но президент Украины на предложение не отреагировал. Вместе с главой Донецкой Народной Республики мать пленного украинского солдата. Захарченко показывает женщине разрушенные украинскими артиллеристами дома. Просит объяснить родителям других солдат. Их детей киевские политики заставляют выполнять преступные приказы. Заставляют убивать мирных жителей. Вы сюда посылаете своих детей на смерть. Мы их методично уничтожаем. По одной простой причине. Вот вы находитесь на этой земле, на которой гулял мой сын, мой отец и мой внук гулять будет. Пленные общаются с министром обороны ДНР. Украинские военные вновь говорят, командиры, отправляя их в бой, обманывают бойцов. Просто там много солдат не знают, куда они идут. Им говорят, что они идут воевать с русскими, что русские тут захватили и такое и другое. Когда вот мы попали в плен, сейчас мы видим, с кем мы воюем. Мы не желаем воевать с братьями. Я тебе просто показываю, что ты видел. Я тебе показываю свой паспорт. Извини, гражданского сейчас нет. Есть только загранпаспорт. Ты видишь? Видите все, ребята? Я вам показываю, с кем вы воюете. Сегодня украинской стороне власти ДНР передали тела не всех погибших. Александр Захарченко говорит, мешают украинские же артиллеристы. Те тела, которые мы смогли достать оттуда, то есть там проблема в чем? Там очень много убитых лежат на 3-4 этаже, но, к сожалению, он простреливается полностью. Мы не можем рисковать своими людьми для того, чтобы собрать убитых украинцев. Вот он, новый терминал Донецкого аэропорта, где и были найдены погибшие украинские военные. С этого места начинается их место базирования. И дальше. Бойцы батальона «Спарта» армии ДНР продолжают осмотр этажей терминала. Ребята разбирают завалы, брошенные здесь уграми. Нашли трупы ихние. Это были раненые погибшие. Плюс быка. Говорят, под завалами есть и другие погибшие силовики. Доставить в Донецк тела не могут из-за непрерывных обстрелов. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести из Донецка. Ну а Петр Порошенко, между тем, подтягивает к линии фронта новые резервы. Об этом он заявил открыто на совещании с силовиками. Это уже на следующий день после заявлений в Давосе о стремлении к миру и к соблюдению минских договоренностей.